Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Каждому свое», и с вами снова я, Юра. Пришел я снова в свою любимую землянку, чтобы продолжить ее строительство. А дел, как сами знаете, здесь много. И первым делом, когда я сюда пришел, я решил, что нужно будет сегодня заниматься установкой двери. Не хочу я сегодня снова спать вот с такой вот огромной дырой. Еще и погода у нас совсем нелетная, так скажем. Всю неделю я по прогнозу посмотрел, обещают дожди. И я решил не ждать, когда погода эта наладится, и прийти сюда. Вот. Сейчас завариваю себе кофе. Всю дорогу, пока шел по лесу, думал о том, как бы попить поскорее кофейку. Потому что лес весь мокрый, пока шел, ноги все замочил. И вот хочу сейчас отогреться поскорее. Но у такой погоды, скажу я вам, есть и плюсы. А плюсы я сразу же заметил у себя под ногами в лесу, когда шел. Так как стоит дождливая погода, как я уже сказал ранее, грибов в лесу очень много. И разнообразие грибов тоже меня очень поражает. Я не грибник, в грибах я плохо разбираюсь, а скорее не разбираюсь совсем. Но некоторые я знаю, и в прошлом выпуске, как вы видели, я собирал здесь небольшое количество маслят, их же здесь в землянке и жарил. И вот сегодня их таки я и хочу пособирать и изготовить себе на обед, либо на ужин. Ну и поделиться всем этим, конечно же, с вами. Ну а пока попью я кофе, передохну с дороги. И надо будет искать валежник. Первым делом я решил сегодня извлечь пользу из такой вот дождливой погоды, которая предстоит мне ближайшие сутки точно. И я соорудил такой вот импровизированный водонакопитель. Это мой обычный походный тент. Я его растянул таким образом, чтобы вода стекала и накапливалась вот здесь вот в 5-литровые бутылки. Таким образом я смогу набирать себе какую-то воду. И вокруг, как вы видите, одни грибы. Я хожу вот здесь вот и пытаюсь на них не наступить. Вот здесь прямо подо мной гриб, вон там огромный гриб. Ну и вон там возле вас тоже, я вижу, наблюдаются хорошенькие такие маслята. Вот. Сейчас соберу в округе грибов, чтобы их все тут не потоптать, пока я буду работать с дверью, с землянкой, строительством. Соберу здесь все в округе и потом уже начну искать валежник и все прочее. А вот еще, друзья, решил вам показать. Это осина, которая сломалась, как видите. Это прямо рядом с землянкой находится она. Это та осина, на которую я повесил вот свою кормушку. Ну, в кормушке там гречки немного, но птицы ее не едят. Видимо, они сейчас пока сытые летом. А осина, вот как видите, не стала ее. Хотя сильного ветра-то у нас и не было. Но деревья вот здесь, видимо, из-за того, что почва такая вот песочная, корни плохо, наверное, держат, и сами по себе деревья слабые. Из-за этого они быстро ломаются. Вот в особенности березы я заметил. Вот здесь березы еще есть. Березы быстрее всего наклоняются. Вот видишь, видите, они все под наклоном. Вот это вот скоро упадет. Ну и вот вон там вон тоже упало.
В общем, один валежник. Но это не тот валежник, который мне нужен. А вот сосен поваленных здесь как раз-таки мало. А именно из сосны-то и лучше всего делать, строить что-то. Из вот осины и березы ничего путного такого не получится. Во какие чистенькие, отличные грибы. Мягкий. Но это тот самый огромный из всех, которого я здесь вижу. Но, скорее всего, он уже плохой. Ну да. Этот уже червивый. Надо искать поменьше. Ну, в общем, вот так вот. Немного я собрал маслят. Ну, тут беглым взглядом, что вот так вот увидел, прошелся, чтобы их не потоптать зря. И среди них вот один какой-то другой гриб. Ну, выглядит он, по крайней мере, иначе. Те, кто разбираются, подскажите, это тоже масленок или это какой-то другой? Вот. А так, грибов много, но которые большие, они уже все червивые. Хотя не было меня здесь неделю, что ли, даже, возможно, меньше. Вот за неделю вот эти вот грибы здесь все повылазили, и за неделю их уже все муравьи и черви поели. А то, что вот не поели, собрал я. Так, в общем, нужно, наверное, вам объяснить, что я здесь копаю. Ну, так как здесь дверной проем слишком широкий, я хочу установить здесь рядом еще одну балку и на нее еще сверху установить одну балку. И таким образом я сконструирую дверной проем. Он уже будет меньше, уже. За счет этого будет меньше теплопотерь. И вот такой вот будет у меня здесь небольшой вход-выход. В общем, друзья, случилось то, чего я сегодня не ждал, но был к этому готов. Это пошел дождь. Ну и вот что у меня пока получается. Вот такой вот, можно сказать, дверной проем. И сейчас закрываю вот эту вот внешнюю стену. Много на нее времени потратил. Сейчас время уже 12:30. Пока оставлю все в подвешенном состоянии. Сейчас хочу пообедать. А потом продолжу. Да, кстати, если кому-то цепочка вот эта мешает на меня смотреть вот так здесь, я могу ее легко убрать. Вот так. И за счет второй цепочки стол также вполне нормально держится. Вот. Ну а вода у меня пока здесь закипает, я нарезаю грибы и хочу рассказать вам о том, что у меня сегодня будет на обед. На обед я взял обычное какое-то магазинное блюдо. Я уже его пробовал, только в замороженном виде. А это вот взял вот в таком вот пакете. Это кускус с овощами. Если кто-либо не пробовал, обязательно попробуйте. Мне очень понравилось это блюдо.
Я не знаю даже, с чем его сравнить. Это вроде бы как крупа, но более мелкая. И хочу ее сейчас вот с грибами сготовить. Готовится она очень быстро. Как здесь написал производитель, после закипания нужно всего лишь 3 минуты ее помешивая варить. И вроде бы как все будет уже готово. Я вот не знаю, все ли высыпать или нет, потому что написано на 4 порции, но обычно порции эти прям совсем маленькие, как пишут. Насыплю пока половину, а может на вечер еще оставлю. Ну и плюс еще у меня здесь же грибы. И их еще добавлю сюда. Вот. Как-то так. Ну а дождь все усиливается. Но одно радует, что он не прям проливной какой-то. Ну, если будет сильнее идти, буду ходить под зонтиком, искать дрова. Точнее, материал, необходимый для постройки. Я с собой взял зонтик специально. Ну что, друзья, мой обед готов. Выглядит он так, как будто бы перловку мне в детском саду наложили. Сразу вспоминается детский сад. Но, поверьте, на вкус это намного лучше. Вот, так что присоединяйтесь тоже ко мне, друзья, накладывайте себе покушать. Всем приятного аппетита. А также я хочу сказать вам всем о том, что я создал второй канал на платформе Рутуб, так как, думаю, у многих, так же, как и у меня сейчас, проблемы с воспроизведением видео на Ютубе. Из-за этого я и создал этот второй канал, чтобы вам удобнее было смотреть мои видео, так как там, по крайней мере, можно смотреть видео в качестве и без тормозов. Так что заходите тоже туда, подписывайтесь обязательно, мне будет приятно. Да уж, ливануло, скажу я вам, не слабо. Проливной, причем такой дождь, и достаточно долго шел, около часа, наверное. Давайте сейчас сходим к моему водосборнику, посмотрим, что там у меня набралось, что-нибудь или нет. Вот. Ну вот, почти 5 литров дождевой воды. Грязи, правда, здесь всякой полно, но это можно прокипятить. В общем, друзья, дождь пока совсем не хочет прекращаться. Полил он с новой силой. Ну и я, чтобы просто так не сидеть без дела, решил эту воду отфильтровать. Думал, как ее очистить от этой грязи, которая там скопилась. Ну, там песок всякий, мусор. Ситечка у меня никакого не было, но зато
был чистый носовой платок. И я вот так вот его одел на вторую чистую бутылку. И при помощи этого платка вот так вот потихонечку сливаю воду во вторую бутылку. И туда уже грязь никакая не попадает. Ну, естественно, я потом эту воду еще кипятить буду. Сейчас там опять наберется вода в этом накопителе моем. И пойду опять набирать. Лишним вода здесь точно не будет. Жалко, конечно, что не могу сейчас заниматься строительством. Погода все испортила мне. Ну, будем надеяться, что закончится. Пойду еще воды наберу. В общем, друзья, проблему с нехваткой воды, как вы видите, я вполне на сегодня, по крайней мере, восполнил. Около 10 литров дождевой воды я уже собрал, ее нужно только прокипятить. И я думаю, что пить ее, по крайней мере, сегодня и завтра будет можно. Ничего страшного со мной не должно случиться. Ну а дождь, как видите, до сих пор все не прекращается. Я не знаю уже, чем себя занять. Вышел на улицу вот так под зонтиком постоять, поболтать вместе с вами на улице. Ну и периодически заглядываю внутрь, пью чай, кофе, согреваюсь. Обидно, конечно, очень мне сейчас обидно то, что я не могу закончить дверь. А вот ходить мокрым сейчас под дождем я все-таки опасаюсь, потому что есть риск заболеть, простыть, а этого мне совсем сейчас не хочется. Поэтому жду сейчас, когда закончится этот дождь, и надеюсь, что я все-таки сделаю сегодня дверь.
закончился. Чего вы смеетесь? Вы когда-нибудь вот в городе так радовались тому, что дождя нет? Я вот здесь вот первый раз такое вот испытал счастье. Ладно, пойдемте дальше работать. В общем, друзья, как говорится, если долго мучиться, то можно и замучиться. Ну или замочить ноги, как я сегодня, пока искал по лесу жерди для вот этой установки двери. Ну, пока, я вам скажу, хвастаться особо нечем. Очень много здесь пока всяких косяков у меня. Самый главный косяк этой двери в том, что я установил слабые петли. Я брал петли среднего размера, но оказалось, что все равно недостаточно. Нужно брать длиннее петли, потому что дверь, несмотря на то, что я искал жерди особо не сильно толстые, чтобы дверь не была тяжелая, но все равно дверь из-за такого количества вот этих вот бревен, она достаточно тяжелая для этих петель. И петли прогибаются все равно, и дверь просаживается. Но это поправимо, в следующий раз можно установить петли побольше, и я думаю, дверь просаживаться уже не будет. Ну и второй это нюанс, это то, что щели, эти щели нужно закрывать. Но закрывать щели я, конечно, буду уже не сегодня, так как, если честно, я уже за сегодня измотался довольно-таки сильно. На улице сейчас туман стоит, я не знаю, видно вам или нет. Очень сильная влажность на улице, да и в землянку тоже захожу, там как в сауне сейчас. Но я доволен тем, что я все-таки закончил эту дверь. В дальнейшем я буду ее, конечно же, дорабатывать, но пока оставлю все так. А пока буду сейчас складывать весь инструмент и отдыхать, кушать и наслаждаться отдыхом. А еще, друзья, чуть не забыл обсудить с вами очень важный момент. Я сразу же заранее предвижу комментарии умные по поводу того, что дверь моя должна по технике безопасности открываться наружу, а не внутрь. Да, по технике безопасности в городах, многоквартирных домах дверь должна открываться наружу. Но в такого рода помещениях, вот в моей землянке, это не работает. Сейчас постараюсь объяснить вам почему. Потому что, когда наступит зима, и я приду сюда с ночевой, однажды в такой момент, вот снежный, когда насыпет здесь большое количество снега, утром я просто не смогу открыть дверь, потому что здесь будет сугроб. Несмотря на то, что там, может быть, кто-то скажет, у тебя большой здесь козырек, ты планируешь делать. Да, он большой, но это все равно не защитит меня от снега. Поэтому дверь я специально сделал, чтобы она открывалась внутрь, чтобы зимой я смог выбраться на случай чего отсюда. На ужин у меня, друзья, сегодня будет все то же, что и ел я на обед. Взял я с собой мясо, филе куриное, взял специи, думал вечерком что-нибудь приготовлю, но, если честно, уже сил нету и желания нету тратить на все это время, на готовку вечернюю, поэтому, с вашего позволения, я поужинаю все той же пищей и буду отдыхать. Хочу сейчас полежать, посмотреть фильм, просто насладиться тишиной.
Ну и по поводу сегодняшней проделанной работы, я, кстати, даже очень доволен, несмотря на то, что а, погода внесла свои коррективы. Часа, наверное, около 2-3 часов сегодня лил дождь. Из-за этого мне приходилось просто вот здесь вот сидеть и ждать, когда все это наладится. Но все равно дверь я сделал. И я доволен тем, что у меня получилось. Несмотря на все проблемы, несмотря на все косяки, которые я озвучил вам ранее про дверь, это все поправимо. Я доволен новым опытом для себя, доволен тем, что научился, можно сказать, делать дверь вот в таких походных условиях из валежника обычного. Ладно, буду сейчас кушать, отдыхать, и завтра с вами увидимся. Всем пока, до завтра. В общем, друзья, ночка походу будет та еще. Время сейчас 12 часов ночи, а льет просто как из ведра, как вы можете слышать. Я не знаю, как меня спасает этот тент, но слава богу, он держит. Сейчас я хочу открыть дверь и показать вам, что там за жесть происходит. Хорошо, что я сделал здесь полы все-таки. И я установил порожек там повыше. Поэтому вода не будет так сильно сюда затекать. Ну и плюсом здесь, конечно же, является то, что песочная почва. Потому что если бы здесь был чернозем, я завтра бы просто весь как чуня измазался бы. Я бы, наверное, не вышел из этой ямы. Вот. Ну а так сижу, вот, пережидаю. Еще меня очень сильно напрягло или напугало, понимаете, как хотите. Я услышал рядом с землянкой, как грохнулось рядом какое-то дерево. По звуку оно было большое. Потому что я даже прям почувствовал отдачу по полу. И я теперь жалею немного о том, что я еще не занялся крышей. Потому что боязно то, что, не дай бог, упадет здесь на крышу какое-нибудь дерево. И я просто не знаю, что я буду здесь делать. Но надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, все обойдется. Давно дождя такого не было. Да уж.
Всех с добрым утром, друзья, если можно его таковым назвать, если честно. До самого утра лил дождь, из-за этого вот сейчас здесь в помещении, в землянке достаточно сыро и влажно. Если бы у меня, конечно, здесь стояла печка, то уровень комфорта бы повысился многократно. Ну и поспать бы получилось подольше. Но пока вот приходится испытывать такой вот дискомфорт. Вот, я уже успел позавтракать за кадром, собрать свой рюкзак и допиваю свой вкусный горячий кофе. Буду выдвигаться домой, друзья, потому как посмотрел я прогноз погоды, он опять-таки неутешительный, в течение дня будет лить дождь. И по этой причине вот этап строительства крыши я решил отложить до следующего раза, до следующей серии. Также я повесил вот здесь рядом заячью лапку, чтобы она приносила удачу этому месту. Да, и не нужно писать о том, что это какое-то кощунство, о том, что я буду вариться в котле с чертями и прочее. Если просто вам не нравятся вот такие мои действия, лучше просто выключите это видео и не смотрите. Давайте договоримся об этом. Вот. Также я хочу опять напомнить вам всем, друзья, о том, что я завел второй канал на платформе Рутуб. Если у вас так же, как и у меня, видео воспроизводится в плохом качестве на Ютубе, либо не воспроизводится совсем, то прошу, пожалуйста, переходите туда и подписывайтесь, если вам нравится вот такое мое творчество. Ну и, как всегда, друзья, до новых встреч, до новых приключений. Всем пока!